Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В этом видео я хочу показать, как связать летнюю сумочку крючком. Получается вот такая сумка-корзина с очень необычным эффектным узором, напоминающим ребра ракушки. Летняя, стильная, вместительная, дополнит и украсит любой летний образ. В данном видео я покажу, как связать боковины сумки. Модель сумки подразумевает утопленные ручки трапециевидной формы. Расскажу, как связать глубину сумки, как делать убавление, добавление и по итогу сделаем обвязку края. Это внутренняя часть сумки, все ровно и аккуратно. Покажу, как соединить два мотка без швов и узлов. Размер готового изделия 38 сантиметров в ширину, 29 в глубину. Отлично держит форму, имеет каркас. Пишите в комментариях, если хотите похожую модель сумочки с круглыми ручками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите видео до конца. Мне потребуется пряжа. Я остановилась на трикотажной пряже фирмы Бисквит. Цвет графит. Вот характеристики пряжи. В 100 метрах 330 грамм. У меня приготовлено два мотка. Один моток уже начат и установлен на опору, для того, чтобы ровно нить не перекручена поступала в вязаное полотно, что обеспечит ровные и аккуратные столбики и петельки. Также я уже подготовила ручки. У меня были заготовки, поэтому я их обвязала трикотажной пряжей. Здесь для вас сейчас оставляю ссылку на видео, как это быстро и аккуратно сделать. Также мне потребуется крючок. У меня 6 миллиметров. Ножницы, маркеры и сантиметр. Все ссылки на интересные для вас видео, а также производителя-продавца данной пряжи и фурнитуры со своим промокодом на скидку я оставляю в описании под этим видео. Смотрите видео до конца, ставьте лайки, приступим к вязанию. Я подготовила свои ручки и маркировала верхние точки. Так как ручка будет утоплена в полотно, угловые петли я вставила маркеры. От маркера до маркера, включая маркированные, у меня 32 петли. Здесь и здесь то же самое. Обвязку можно немножко подвигать, чтобы маркеры были установлены по ручке в одном и том же месте. Размер моей ручки 11 сантиметров по короткому основанию и 16 по длинному. Высота ручек 11 сантиметров. У каждой ручки есть лицо, это эта часть, и изнанка. Сейчас с первой ручки по лицу я убираю маркер и вставляю туда крючок. Вытягиваю рабочую нить. И создаю цепочку из 16 воздушных. Первая, вторая. Не затягиваю сейчас вязание. Вяжу с тем же натяжением нити, что и все полотно буду вязать. Я пересчитываю петли, не считаю ту петлю, которая привязывает мою воздушную цепочку к ручке, то есть первую петлю я не считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И теперь удаляю маркер с этой стороны и закрепляюсь, подхватываю рабочую нить и протягиваю в нить на крючке. Готово. Вот что получилось. И с одной стороны, и с другой ручка у меня лицевой частью. Коса, которая их соединяет, не перекручена. Я подхватываю рабочую нить, делаю петлю подъема. Обратный ряд я буду вязать, вставляя крючок в заднюю перемычку. Пропускаю петлю подъема и ту петлю, которая присоединяет ручку к полотну. То есть петель для провязывания у меня ровно 16. Первую я делаю соединительную,
Вторую то же самое. Точно так же 2 соединительные я провяжу с этой стороны. Значит, столбиков будет всего 12. Просто столбики без накида. У меня последний 12 столбик без накида. И остаются 2 петли для соединительных. Первая и вторая. Точно так же я не затрагиваю ту петлю, которая присоединяет полотно к ручке. Теперь вставляю крючок в следующую кромочную косу, подхватываю нить и протягиваю в петлю на крючке. Здесь же сразу рабочей нитью делаю петлю подъема на следующий ряд. Переворачиваю вязание. С этой стороны мне точно так же нужно сделать 2 соединительных. Очень внимательно. Это петля подъема. Это петля, которая присоединяет к ручке. Вот она, первая петля полотна. За заднюю дужку кромочной косы я провязываю соединительную. Первую, вторую то же самое. Теперь в заднюю дужку кромочной косы вяжу столбики без накида, точно так же 12 штук. В конце ряда снова 2 соединительные. 2 последних столбика, ввожу крючок точно так же за заднюю полупетлю и провязываю соединительные. Не путайте петлю подъема с петлей провязывания. Лучше пересчитывать и контролировать себя. Увожу рабочую нить вниз, вставляю крючок по ручке в следующую кромочную косу, подхватываю и присоединяю. Тут же петля подъема и переворачиваю полотно. Сейчас у меня 16 петель для провязывания. Я нахожу визуальный центр. 8 с одной, 8 с другой остается. Следующий ряд точно так же 2 соединительные в начале. Первая, вторая. Теперь столбики без накида до маркера. Три, 4, 5. В маркированный визуальный центр вяжу 2 столбика, то есть делаю добавление. И продолжаю вязать до следующей ручки. В конце ряда делаю 2 соединительные и привязываю снова полотно к ручке. Теперь у меня не 16, а 17 столбиков от ручки до ручки. Вот они, 2 последние. Первая соединительная и вторая. Следующая кромочная коса, вставляю крючок с лица на изнанку, подхватываю, присоединяю. Тут же петля подъема и переворачиваю полотно. Каждый следующий ряд я буду вязать точно так же, делая добавление в визуальном центре. Сейчас уже 17 петель от ручки до ручки. Делю пополам. Здесь ровно по центру будет. То есть, когда нечетное количество, маркер по центру, добавление по центру. Когда четное количество, нахожу визуальный центр. Так вяжу. Каждый следующий ряд увеличивает количество столбиков на 1. Привязываюсь к ручке. И так я буду вязать полотно до момента углов поворота на моих ручках. Каждую, получается, 11-ю кромочную косу по ручке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 здесь и 11 от начала здесь. Продолжаю вязать, делаю добавление, контролирую количество столбиков, по краям по 2 соединительных стежка,
потом столбики в заднюю полупетлю кромочной косы. С одной и с другой стороны домаркированной у меня осталось по 3 петли для провязывания. Если по какой-то причине петель у вас больше или уже очень тесно рядам к петлям ручки, то есть вот мне уже тесновато, но я все равно еще вяжу в каждую, здесь можете сейчас пропустить и соединить в следующую. Аналогично здесь. И точно так же пометить петли и пропустить их по другой стороне. Я ничего не пропускаю. Мне тесно, но когда я дойду до угла, здесь наступит компенсация. Переворачиваю, продолжаю вязать до маркера, делая одно добавление по центру. У меня подходит к концу ряд, который я буду соединять с ручкой в месте установки маркера. Делаю 2 соединительные, удаляю маркер, вставляю крючок с лица на изнанку, соединительная, петля подъема. Переворачиваю полотно. С этого момента я буду провязывать в начале и в конце каждого ряда 3 соединительные. Первая, вторая, третья. Далее столбики без накида в заднюю полупетлю. И на углу сейчас, на пути к последнему маркеру угловой части, я делаю последнее добавление. Я подхожу к угловому маркеру по другой ручке и также провязываю в конце 3 соединительных вместо 2 и закрепляюсь в маркированный угол. С лица на изнанку ввожу крючок, протягиваю и петля подъема. С этого момента я буду вязать без добавлений, туда-обратно, туда-обратно. Сумка идет на рост глубины по дну. И в начале и в конце ряда каждый раз теперь до этого угла я провязываю по 3 соединительных петли. Всего петель у меня от ручки до ручки для провязывания 33 получается. На этом этапе, если размеры и рядность у вас такая же, как у меня, у вас должно получиться столько же. 3 соединительных. И столбики без накида. До следующей ручки уже без добавлений на вершине. Здесь я маркирую аналогичные петли, отсчитываю точно так же 11, и маркер должен попасть на угол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 маркировано. На одной и на второй ручке. На этом этапе у меня закончился первый моток пряжи, который остался от обвязки ручек. И сейчас я буду вводить новый без узлов и сшиваний. Прикладываю уже новую нить, вставляю крючок для провязывания столбика, вывожу и провязываю уже с нового мотка. Подтягиваю край окончания и край начала и ввязываю их в полотно. По окончанию ввязывания для более прочного соединения кончики можно подшить. Подтягиваю, поправляю, продолжаю вязать ряды без добавления, не меняя узора. Сейчас уже по одной из сторон я подхожу к первому маркеру, который установлен на углу ручки. Здесь у меня уже 3 соединительные.
Я удаляю маркер и закрепляюсь к ручке. Между этим маркером и маркером по другой стороне я вяжу первый ряд с убавлениями. Здесь еще 3 соединительные. Перехожу на столбики и по центральной части провязываю убавление 2 столбика вместе. Следующим образом вставляю крючок в заднюю полупетлю, в первую, потом в следующую и провязываю 2 вместе. И продолжаю вязать узор до маркера на противоположной ручке. С этой стороны точно так же провязываю 3 соединительные. Удаляю маркер и закрепляюсь к ручке в угловую точку. С этого момента я буду в каждом ряду по центру полотна делать убавления. И перехожу снова на вязание 2 соединительных в начале и в конце ряда. 2 и столбики. В центре полотна 2 столбика провязываю вместе. Ряд за рядом вяжу до петли перед маркером. Я провязала последний ряд с убавкой. Теперь у меня исходные 16 петель для провязывания. Я перестаю делать убавления. Вяжу в начале ряда точно так же 2 соединительные, потом столбики и снова 2 соединительные, пока крючком не закреплюсь в отверстие на ручках, где установлены маркеры. По одной из сторон я уже дошла до маркированной петли. Вытаскиваю маркер, вставляю крючок, делаю соединение и продолжаю обвязку по ручке соединительными стежками. Я пройду по ручке, по этому краю, по ручке противоположной. Соединение сделаю здесь, вернусь и закончу в этом же месте. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Вот коса по кромке проходит. И протягиваю сразу петлю в петлю на крючке. Я отрезала нить с небольшим запасом, вытягиваю ее, делаю имитацию соединения в первый стежок обвязки, увожу и возвращаю в исходную петлю. Прокалываю сумку с изнанки на лицо, подхватываю нить, увожу и прячу кончики по изнанке. Можно подшить. Сумка готова. К ней также возможно изготовить брелок, кисточку или листик перышка. Необходимые ссылки я оставляю для вас под этим видео. Она отлично держит форму, вместительная, плотная и очень фактурная. Можно даже не вшивать в нее подкладку, а можно оснастить подкладкой мешочком на утяжке. Очень необычная. Стильная летняя сумка из трикотажной пряжи. Повторюсь, будет отлично смотреться и в другом материале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!